Здравствуйте. Мы сегодня будем обсуждать некоторые кинематографические приемы и движения, и течения, и культурные контексты, которые я хотела обсудить на примере или в контексте фильма «Учителя», Алексея Учителя «Прогулка» 2003 года. Но если вы фильм даже не смотрели, это не страшно, потому что то, что мы будем обсуждать, это общие приемы такие, художественные, культурные, и они относятся к очень многим разным произведениям, не только кинематографическим, но и литературным, и всяким другим. Просто этот фильм, как ни странно, при всей его кажущейся простоте, э, довольно много почвы дает для таких обсуждений. Обычно я начинаю такие лекции про кино, я преподаю курс по кино и рассказываю много о кино, и начинаю со всяких слайдов кинематографических техник разных и приемов. Я рассказываю про кадрирование и про дальние планы, крупные планы, про свет такой, свет этакий. Некоторые из этих терминов я, кстати, по-русски не знаю, потому что преподаю этот курс по-английски. Вот, но здесь не важно, здесь это все, в общем-то, не подходит и не имеет значения. Я могла бы сделать слайд-презентацию со всеми этими вещами, если вам интересно, в другой раз я могу это сделать. Но здесь одна из фишек этого фильма, это все не нужно. Почему? Потому что ничего этого нет. Ничего это не применяется, да? Тут применяется совсем какая-то другая техника. И мы об этом поговорим скоро. Я просила вас, кстати, когда, если бы вы, тех, кто будет смотреть фильм до лекции, чтобы вы внимательно посмотрели на вступительные титры, да, то есть когда еще только начинаются титры, они уже начинают за кадром разговаривать, вы их еще не видите, уже звучит музыка, и они начинают разговаривать. Кстати, музыку кто узнал? Нина Симон. Фактически единственная музыка, которая звучит в этом фильме. То есть все начинается сразу уже с титров, и если вы пропустили этот диалог во время титров, то потом вас ожидает гораздо больше такой, скажем так, сюрпризов, чем если бы вы сразу послушали этот диалог, он уже сразу же намекает на то, что там будет происходить. И сразу же у нас врываются в кадр и город, и звуки города, и так далее, и так далее. Я хотела задать вам вопрос вначале. Как вы думаете, сколько героев в этом фильме? Ну, мы знаем 3 главных героя, плюс еще ее, этот муж там будущий. То у нас на самом деле в этом фильме минимально 5 героев, потому что 5-й герой – это сам город. И он, безусловно, является полноправным героем этого фильма. Съемки фильма происходили летом 2002 года, когда город готовился к 300-й годовщине. 300-я годовщина Питера, и поэтому его перестраивали срочно к этой самой 300-й годовщине. Стройки все эти, пыль, заборы, леса и так далее, они там не случайно, а потому что город готовился к годовщине. То есть в чем-то, это такие тоже потемкинские деревни. Сейчас я сразу начну уже вам вбрасывать такие идеи, да, которые связаны с сюжетом фильма. Все врут. Да, в этом фильме как-то так вранье, да, грубо говоря, и фантазии, сочинительство, это может, возможно, 6-й полноправный герой этого фильма. Эти все стройки, они нам немножко напоминают тоже потемкинские такие деревни, которые тоже, в общем-то, были фантазией, да. Что еще я хочу сказать про город, как герой фильма? Есть такое понятие в фильмах, театральные фильмы. Бывают фильмы, обычно высокобюджетные фильмы, понятно, они всегда происходят где-то, и съемки там и сям, бывают павильонные какие-то съемки, но все равно сделанные под природу или там какие-то декорации. А бывают театральные фильмы, в которых действие происходит в одном помещении. Это такой прямо отдельный стиль. В фильмах, например, в комнате. Вот вы все знаете такие фильмы, да, бывают. Если брать российские фильмы как пример, например, «Игра в правду», такой фильм, или
фильм «Громкая связь», который снят по переделка, ремейк итальянского фильма Perfect Strangers. Вы, возможно, его видели, потому что он был очень популярный, этот итальянский фильм, где-то лет, ну, может быть, 7-8 назад. «Идеальные незнакомцы», когда 3 пары, 6 человек сидят в комнате за столом, что-то они там празднуют, я уже не помню что, и начинают играть в игру, в которой они все должны выложить на стол свои телефоны. Не помните такое? Все остальные слышали, кто и зачем им звонит. Такая игра. И тут по ходу фильма начинают вываливаться всякие, значит, с этими звонками скелеты из шкафа и всякие другие обманы, и всякие другие фантазии, и всякое другое. Видите, опять произношу те же самые слова: обман, фантазии и так далее. Вот. И весь фильм происходил буквально за одним столом, в одной комнате. Был ремейк российский этого фильма «Громкая связь». Кстати, сам по себе очень неплохой, если вы хотите его посмотреть. Театральный фильм, да, то есть мы как бы смотрим на сцену, все происходит как в театре в одном помещении. Это создает определенный стиль. Да, это малобюджетность, безусловно, но это не единственная причина делать такие фильмы. Наше внимание приковывается к диалогу, всегда диалог очень важен там, к общению между людьми, потому что больше не на что смотреть, нас как бы ничего не отвлекает, всякие красивые вокруг вещи, которые можно снять там где-то в городе, на природе и так далее, и так далее. И, возвращаясь к фильму «Прогулка», посмотрите, здесь это такой театральный фильм, но здесь одним помещением весь город представлен. То есть вместо одной комнаты весь фильм снят на улицах, и эти улицы создают, вы почувствовали такую атмосферу закрытости, как бы, ну вот театральности такой. То есть да, там город, но нет ощущения съемок, знаете, когда в городе снимают фильм, и вам все показывают сверху, снизу, улицы сверху, что-то куда-то есть, большие пространства такие. Тут нет ничего такого в этом фильме. Мы не видим практически ни одного большого пространства. Один раз была съемка, и для этого вертолет понадобился, вот этот вертолет с новостями, когда они снимали толпу болельщиков футбольных, им понадобилось, им, я имею в виду создателям фильма, понадобилось вплести в это дело вертолет. Я сейчас расскажу, почему это все так сложно нужно было делать, чтобы показать панораму города. Все остальное это буквально то, что мы глазами видим. Вот ты идешь, вот сколько ты видишь там, да, и это, причем то, что ты видишь, можешь еще и блокироваться какими-то там домами, людьми и чем-то еще, и все это показано. То есть это все именно с точки зрения человека, который на что-то смотрит. А это, в принципе, театральности есть, да, то есть мы можем увидеть только то, что мы реально можем увидеть без помощи спецэффектов, камеры и так далее, да. Такое есть здесь. Декорации, то есть город сам составляет декорации театральные здесь, в этом фильме. Давайте немножечко про культуру. Ну, понятно, про Питер обязательно нужно разговаривать в этом контексте. И это первая тема, у меня три темы, которыми я хотела поделиться с вами, три темы приема культурно-кинематографического использованы здесь. И первый это прием или течение, движение, неважно, культурная тема, скажем так, она называется «Петербургский миф». Вот прямо так и называется. И этот петербургский миф по-английски так и называется, Санкт-Петербург миф. И этот миф, он, если вы изучаете в американском университете русскую литературу, то вы обязательно будете изучать этот петербургский миф как часть введения в эту литературу. Что это такое? Ну, мы все знаем, что Питер – это колыбель русской культуры. Из Питера вышли все известные нам писатели и поэты. Пушкин, Достоевский. Гоголь приехал в Питер для того, чтобы стать, так сказать, великим писателем, да, даже из Украины. Ну, Российская империя, понятно, все сводилось к центру, за пределами центра мы почти никого не знаем, кроме того же Гоголя, может быть, Лескова, который тоже в Украине жил и тоже писал по царскому заказу. И так далее. Набоков и прочие создавали, там мы все знаем, Блока и Белого, и у Белого прямо есть Петербург, роман и так далее. Мы все знаем Ахматову с ее реквиемом, и Бродского мы знаем, и всех мы знаем. И вот вся эта масса писателей, поэтов и так далее своими произведениями создала
некий культурологический литературный миф, который создал, ну, то есть такой кокон как бы для всей, в общем-то, русской литературы, культуры и так далее. В чем он заключается? У него есть общие черты некоторые. Это не только потому, что это связано с конкретным городом. Сам-то город, понятно, это не в смысле улиц, это в смысле именно культурной такой культурно-социальной составляющей. Этому мифу свойственны романтизм. Всегда было противопоставление романтичного Питера прагматичной Москве, буквально до сего момента, уже 200 лет, как оно существует. Некоторая загадочность и сумрачность. Вот такие слова, да? То есть это довольно темный миф. В нем нет очень мало составляющей яркой, веселой, праздничной, солнечной. Нет, конечно. Во-первых, мы все знаем, опять же, Питер был основан в 1703 году Петром Великим как первый западный город. Это часть, естественно, мифологии, составляющая этот город, как порт и как окно в Европу. Северный порт. Какие проблемы могут быть с северным портом? Ну, вообще все мыслимые проблемы, которые вы можете себе представить. Да? То есть эта задумка была, в общем-то, плохая с самого начала. В общем, будем так говорить. Это город, который построен на болотах. Мы все это тоже знаем. Построен на болоте, на воде. Что может пойти не так? Все. И вот вам, с одной стороны, итальянская архитектура. Привезли итальянских архитекторов, которые построили Северную Венецию, каналы, дома, все прекрасно, белые ночи, природа нам даже под такую романтику дарит. А с другой стороны, ужасный климат, с другой стороны, болото, потопы, комары. При постройке города, в общем-то, погибло огромное количество рабочих. Вот, и такой часть этого мифа, это что город построен на костях рабочих, которые строили на болотах все вот это. Теперь давайте вспомним, вернемся немножко к фильму. Помните, там есть такая сцена с рабочими? И что эти рабочие говорят? Значит, во-первых, там сидят два рабочих, ну, в смысле, один рабочий, второго мы не видим. Второй сидит непосредственно в колодце, там, в воде просто. Этот ему пиво туда сует, колодец. И он явно из этого колодца не выходит и выходить не собирается, потому что им же нужно к 300-летию все починить, понимаете? И вот он будет сидеть там в этой воде, и этот первый рабочий говорит, ну а что вы хотели? Построили город на болоте, а теперь удивляются, что он там все тут, значит, зато пусть сам чинит. А тот его спрашивает, кто сам пусть чинит? Петр Первый? Он говорит, да нет, и называет там фамилию какого-то явно, не знаю, начальника своего, да? Этот диалог, он напрямую, естественно, относит нас ко всей этой истории. В одном этом коротком смешном диалоге вся история вот этого Питера, да, весь фундамент этого мифа красивого итальянского города, построенного на кошмарных болотах. Давайте теперь вспомним. Значит, потопы преследовали город. Давайте теперь вспомним еще, что мы еще знаем такого самого известного из питерских произведений. Ну, естественно, «Медный всадник». Да? Ну, то есть мы все знаем Пушкина. Сразу, когда мы думаем про Питер, понятно, «Медный всадник». Если не помните, я вам напомню. Статуя Петра, которая оживает и гоняет главного героя произведения по улицам Питера. Помните? Парень сошел с ума, и за ним гоняется всадник. Почему он сошел с ума, кто помнит? Невеста у него погибла. А как у него невеста погибла? Она утонула в наводнении. Питер, наводнение, болото, невеста погибла. И вот этот Петр, который построил этот город на этих болотах, за ним гоняется теперь по улицам. А теперь вспомните, где мы видели эту статую в фильме. И что, в каком контексте? Свадьба, но будем надеяться, эта невеста не утонет, и с женихом будет все в порядке. Но вы видите, уже это я вам только-только начала рассказывать, и каждая часть этого мифа, который я вам рассказываю, есть отсылка к этому мифу в фильме.
Понимаете? То есть если мы, опять же, если вы будете слушать в американский в университете курс по русской литературе, например, вам расскажут про петербургский миф, который связан с болотами, наводнениями, сумрачными состояниями, безумием, мы уже увидели безумие в «Медном всаднике», да, и так далее, и так далее. Все это убийствами, и все это завязано вот на этот петербургский миф. И вы видите, что кивок в сторону этого мифа уже мы увидели несколько раз в этом фильме, причем очень ненавязчиво. Если вы ничего про это не знаете или даже знаете, но не думаете, вы можете и так этот фильм смотреть. Но у нас есть все время эти кивки. Дальше. Вторая часть этого мифа – это город привидений. Жизнь и смерть сходятся воедино волею судьбы. Это часть этого мифа. Что мы тут можем вспомнить? Ну, давайте вспомним самые известные строчки про Питер, наверное, во всей вообще русской литературе. Кто-нибудь помнит самую известную строчку русской литературы, русской поэзии, связанную с Питером? Уличную, подсказываю. Блок. Ночь, улица, фонарь, аптека, бессмысленный, тусклый свет. Начинается стихотворение. Окей. Вы знаете, о чем это стихотворение, почему он его написал? Осенью 1912 года Александр Блок шел по улице, по набережной, и увидел, что в мойке пытается утопиться матрос. И он его спас. Еще один утопленник у нас, за два предложения, уже два утопленника. Так. Почему это не просто случай? Потому что это была довольно обычная ситуация. В те годы, в том году было очень много суицидов, ну, всякие такие мрачные времена, перемены и всякое такое между революциями и прочее, прочее. И в Питере популярным способом суицида было утопиться, особенно с моста. И первую помощь при попытках суицида дореволюционной России оказывали где? В аптеках. Значит, было очень много аптек, которые были, некоторые из них были прямо близко к перекресткам, к воде и так далее, к этим мостам, потому что туда можно было сразу прийти, если, значит, тебя спасли или ты сам передумал, согреться, высушить одежду. В частности, одна из таких аптек была на Крестовском острове, на углу Большой Зелениной и Набережной. Говорят, что это там произошло с Блоком. Но, в общем, известно даже примерно место перекресток с Набережной, где была та самая аптека и где было написано по поводу чего то самое стихотворение, опять же, связанное с утоплением. Окей. Дальше. Следующая часть этого мифа, похожая в принципе, состояние сновидения и такие пороговые ситуации сознания. Питерский миф. Давайте мы вспомним. Ну, безумие, смерть, да, ну, Раскольников, состояние безумия убивает старушку, мы все это знаем. Гоголь, вспомните Гоголя, который довел этот петербургский миф уже совсем до абсурда. На самом деле Гоголь составляет огромную часть этого петербургского мифа. Вспомните Шинель, вспомните Нос, да? Что такое Шинель? Невеста! Есть целые статьи научные, написанные на тему Шинеля, которые говорят нам, что это образ невесты такой, это Шинель, да, опять у нас это невеста. Вот, ну и само по себе это безумие разговаривать с Шинелью, да. Нос у нас в виде отдельного человека шастает по улицам Петербурга, сводит с ума своего там бывшего владельца, женится на ком-то, там доносы какие-то пишет и еще что-то. Безумие, да? Опять же, он ходит по улицам Питера, как этот вот Медный всадник, там всех с ума сводит, ходит. То есть Питер в этом мифе это такой город, куда вы приходите, вы ходите на улицу, и тут за вами либо гоняются статуи, либо ходят какие-то носы, люди, которые разговаривают с шинелями, молодые люди, которые убивают соседок-старушек, а потом еще кто-то рядом топится, значит, в этой самой мойке, и по этому поводу стихи пишутся. И есть такая даже прямая цитата из Гоголя. «Питер – это город, в котором могут происходить самые странные вещи». Прямая цитата. По-английски она мне даже больше нравится. St. Petersburg is a city in which strange things can and do occur. Я очень люблю эту фразу. Can and do occur. Вот. И бинарная такая позиция, это четвертая составляющая этого мифа, бинарная позиция рациональности и иррациональности.
И посмотрите, как это перекликается с фильмом. У нас в фильме все время вот эта бинарная позиция, да, рациональности и иррациональности. То есть мы только-только начинаем какой-то смысл вроде как понимать в том, что происходит, и тут опять какая-то ерунда начинает происходить. Она начинает что-то такое говорить, опять, ну, мы понимаем, что что-то не то вроде бы. С другой стороны, вполне нормальная ситуация, какие-то билеты на поезд покупаются, обсуждаются какие-то там свадьбы, семьи, абсолютно приземленные такие вещи, сколько там детей, внуков будет и так далее. В общем-то, достаточно рациональные вещи, там феминизм и прочее, прочее. И все это на фоне какого-то легкого безумия. То есть вы все время смотрите этот фильм и понимаете, что какое-то что-то не то происходит, да? Вот это вот такая позиция. Что еще про Питер последнее могу сказать? Ну, мы знаем, что еще связано. Да, естественно, революция 17 года началась в Санкт-Петербурге, музей Эрмитажа, в котором жил царь, что тоже, в общем-то, противопоставление. Потом вспомните, ну да, что это было как бы царский дворец, а теперь это музей, в который все ходят. Но еще большая оппозиция, вспомните про Исаакиевский собор, и в который повесили маятник Фуко, если вы помните эту историю. Ну, это прямо уже такое классическое черно-белое, большевики обожали такие вещи. Прям вот, да, повесили туда доказательство, что Бога нет и земля крутится и прочее, прочее. Мы прям в Исаакиевский собор повесим. Что еще последнее у нас связано с Питером? Еще какое безумие из него вышло, актуальное для нас. Ну, весь наш псевдопрезидент родился, вырос, начал карьеру и прочее в этом самом Питере, что тоже забавно, как последний кирпич в этот миф. Видите, то есть вот такая у нас большая, с этого началось, с Петра Первого началось, и вот Путиным закончилась вся эта история. Хорошо. С мифом разобрались, закончили. Следующее. Давайте теперь мы разберемся, за что же мы страдали весь этот фильм, почему у вас весь фильм укачивало, кружилась голова, у вас был плохой звук. Я даже не жду, чтобы вы мне это сказали. Я уверена, что вы мне это захотите, кто-нибудь из вас захочет это сказать. Да? И вообще, зачем все это было? Окей. Тут мы подходим ко второму очень важному моменту. Весь этот фильм, мы не знаем точно, осознанно или не, или подсознательно. Я, конечно, думаю, что осознанно, но это нигде напрямую автор не говорит, но я уверена, что этот фильм был данью только-только на тот момент закончившемуся и очень известному на тот момент движению в кинематографии западноевропейской, именно в скандинавской, датской в основном, кинематографическое движение, которое называлось «Догма». «Догма 95». Тут мы начали с мифов, пришли к «Догме». Да? Почему «Догма»? К фильму американскому «Догма», комедии, если вы помните, это не имеет ни малейшего отношения. Все всегда вспоминают фильм «Догма» американский. Нет, это не имеет отношения никакого. Это движение было начато в 1995 году. Фильм наш в 2002 году начал сниматься. То есть это буквально по следам, да? Наступая на пятки этому движению, датскими режиссерами Ларсом фон Триером, которого вы, конечно, слышали все, и Томасом Винтербергом. И они создали такой манифест догмы, или догма 95, потому что 95 год, догма 95 манифеста, Vows of Chastity это называется. Что же это за правила такие? Они, вот эти режиссеры, потом к ним присоединились еще другие скандинавские режиссеры, к этому движению, они решили, что не годится, надоело вот это все снимать, фильмы, так как все снимались фильмы. Что у нас было сначала? Да, сначала были черно-белые фильмы, все было очень сурово, надо было подписи делать, потом появилась цветная пленка, потом появилось игровое уже совсем кино, и потом это все расцвело в многомиллионные голливудские фильмы, в которых стали очень популярны всякие эти погони, убийства, и боевики, и фантастика научная, все эти там «Звездные войны», там бог знает что еще, да? То есть вся эта индустрия прошла эволюцию от очень такого всего, опять же, театрально, да, такого скромного, до гигантской индустрии. И вот они сказали, нам эта индустрия надоела. Мы считаем, что единственный честный способ создавать фильмы – это создавать фильмы, основанные на традиционных ценностях кино. Что такое традиционные ценности кино?
сюжет, история в фильме, и актерская игра. Это то, что должно составлять кино. Это значит, что они хотели исключить использование спецэффектов никаких, технологий никаких. Ничего, что вот это вот накручено было вокруг индустрии голливудского кино, они все это отвергли. Это был, значит, манифест догмы. Создан этот манифест был с целью якобы вернуть власть, контроль над кино режиссерам как творческим людям в противоположность большим студийным производствам. Да? Очищение кинематографа путем отказа от дорогих всяких, опять же, спецэффектов, модификаций в постпродакшене. Это тоже они очень не любили это, отказались от этого. Постпродакшн, да, очень много. Ты снимаешь одно, а потом в постпродакшене делаешь совершенно из этого другой фильм, и как бы то, чего ты не можешь натуральным способом снять. И всякие технические уловки. Они считали, что такой подход сможет лучше вовлечь зрителя, так как он не будет вовлечь, не в смысле привлечь в кинотеатр, а вовлечь в само кино, потому что зритель не будет отвлекаться на чрезмерное шоу, которое Голливуд и такие фильмы создают, да, большие. Для этой цели они создали, фон Триер и Винтерберг создали 10 правил. Мы же должны, это же манифест, там должны быть правила, которым должен соответствовать любой фильм «Догмы». Они сами начали снимать фильмы по этим правилам. Кстати, если вы посмотрите фильмы фон Триера, например, «Breaking the Waves», если вы помните его, один из самых знаменитых фильмов 90-х и так далее. Если вы захотите когда-нибудь пересмотреть эти фильмы из 90-х, забавно, что потом фон Триер сам, конечно же, от всего отказался и сделал «Меланхолию», в которой там были всякие спецэффекты и все такое. Но в 90-е, если вы посмотрите их фильмы, то вы увидите, все эти 10 правил там были соблюдены. Итак, а теперь подумайте про фильм «Прогулка», который мы с вами посмотрели, и что можно к этому фильму приложить из этих правил. Съемка должна производиться на месте действия. Реквизит и декорации не приносятся никуда. Если реквизит необходим для сюжета, его нужно найти прямо на месте, где снимается фильм. Вспоминаем фильм «Прогулка». Окей. Декорации – это сам город. Леса, все эти люди, которые там ходят. Помните, там были персонажи, эти все Екатерины и так далее, наряженные все. Это же все правда, они же их не поставили туда. То есть это все то, что можно найти. Рабочие, которые там сидят, работники этого самого Исаакиевского собора, на который поднимаются они. Все это и есть декорации к фильму. Второе. Звук никогда не должен производиться отдельно от изображения и наоборот. Это, наверное, один из самых сложных пунктов. Посмотрите, насколько мы привыкли иметь в кино музыку. Вот мы смотрим кино, и это прямо отдельно, даже отдельных оскаровские номинации отдельные, музыка кино, причем их две. Одна это партитура для фильма написана, другая песня, которая была использована. Это огромная часть кино, которую мы смотрим. Очень многие из моих любимых музыкальных произведений, песен и так далее, я услышала в фильмах, музыка к титрам и так далее. Это очень важно. И тут они сказали, никакой отдельной музыки. Вообще, как это? Десятки лет, да, это была огромная часть фильмов такая. Драматичная музыка звучит, когда что-то происходит. Или, наоборот, веселая музыка, когда комедия, да? Или романтическая, когда там кто-то стоит целуется. Это очень важно, мы даже не замечаем, насколько для нас это огромная часть кино. И тут они сказали, никакой музыки отдельной, искусственной. Что же можно сделать? Давайте подумаем, если мы все-таки хотим иметь музыку в кино. Звуки города, но тогда у нас будут сплошные гудки, там, значит, машин какие-то. Но если мы именно музыку хотим. С чего начинается фильм «Прогулка»? Идут титры первые, разговор, и Нина Симон играет в машине. Мало того, насколько я помню, мы даже слышим, я сейчас могу ошибаться, но мы даже слышим, как он кассету вставляет в это радио. То есть это первый его режиссерский был поклон, так сказать, этим правилам. Смотрите, вот у нас звучит в машине. Красиво, да? Потом мы еще слышим музыку всего, по-моему, только один раз, когда вот эти вот экскурсоводы, кто там, да, продают, которые экскурсии, стоит парень с этим с аккордеоном играет, да, это тоже музыка такая натуральная, которую можно услышать. Мало того, эту музыку ругают там, потому что рядом стоит тетка экскурсовод, который пытается там свои экскурсии, а она говорит, тише давай, когда ты там закончишь, а он еще громче наяривает. То есть все это даже с юмором, с таким элементом комедии и очень натурально, то есть ничего искусственного не примесить. Окей.
Забавно здесь то, что когда им пришлось все-таки переозвучивать, естественно, этот фильм в студии, потому что иначе все это было сплошной транспорт и гудки и так далее, ничего слышно не было, как они разговаривают, и так плохо слышно, как они разговаривают. Им пришлось переозвучивать в студии, но знаете, что они делали? Они заставили актеров ходить по студии туда-сюда много-много раз, чтобы когда они начинали говорить, у них дыхание сбивалось, чтобы прямо звучало, как будто они идут по улице. То есть настолько попытались, режиссер, создатели фильма попытались соответствовать правилам. И поэтому я говорю, что это, скорее всего, специально сделано. И третье, что вы особенно все, я уверена, ненавидели в этом фильме, камера должна быть ручной. Никаких рельсов, вот это, которые делают smooth motion, то есть плавные движения камеры. Ничего такого не должно быть. Камера вручную. Мало того, здесь они прям пошли уже до конца и снимали что-то там я даже записала, на что они там снимали, на кемкодер какой-то, прям ручную маленькую камеру. От этого вообще очень плохое качество и съемки, и всего остального. Вручную. И это дает нам что? Да, конечно, вас укачивает, у многих там голова кружится и так далее, раздражает очень сильно скачущая картинка, но таким образом мы добиваемся того, что мы идем рядом с ними. Это естественность такая, мы прямо, нам кажется, что мы прямо один из прохожих на улице, возле которых идет эта пара, и мы подслушиваем, мы подсматриваем. Вот. Четвертый пункт. Фильм должен быть цветным, что интересно, потому что это естественное освещение, мы все видим в цвете, поэтому вот эти искусственные черно-белые фильмы забавны, да, мы воспринимаем черно-белые фильмы современные как какую-то интеллигентскую дань классике, да. Вот сейчас, если мы видим современный черно-белый фильм, это такое интеллектуальное что-то обычно. А они говорили, нет, это ваше, значит, выпендрёж ваш интеллектуальный. Сейчас мы как люди-то видим все в цвете, значит, все должно быть в цвете. Специальное освещение недопустимо, что тоже очень сложно. И если света недостаточно для экспозиции, то сцена должна быть вообще вырезана, или можно к камере лампу одну прикрепить, вот так и быть, мы вам разрешим. Больше ничего, никакого искусственного света нет. И, кстати, если мы посмотрим на свет, там такой был момент, где они идут по Солнечной улице, в конце уже в самом, поворачивают за угол, и за углом вдруг черная туча, и через секунду уже они под дождем стоят. И это был такой переломный момент в фильме. Посмотрите, видите, солнце у них за спиной? Видите, солнечная улица? Простите меня, но я не придумала. Ребят, ну правда, ну я должна была вас как-то остановить. Ну, Видели, да, солнце у них за спиной? черт. Да выключи ты его наконец. Смотрите. Опа, они поворачивают за угол, и посмотрите, что происходит. Да. Все, темное А небо. что надо? Окей. И посмотрите, это такой последний переломный момент в фильме. То есть вот на этом заканчивается все легкое и веселое. Кстати, заметьте, что это первый раз и последний в своем фильме, когда она не придумала, что им сочинить. Да, вот они ее спросили, она сказала, я еще не придумала, что вам сказать. Она же для этого все время все придумала. Тут первый раз у нее, значит, фантазия отказала. Она не придумала, что им сказать. Последний раз ей звонит кто-то, и все говорит, хорош, приходи домой, приходи туда, значит, в этот ресторан. Она после этого выбросит телефон, но это был последний их разговор, и дальше они поворачивают на эту темную улицу с дождем, и после этого фильм начинает катиться под гору. Все, на этом все заканчивается, все дальше уже будет окончание печальное, и тоже такие вот приемы, они довольно интересны. Все, ну, остальные пункты, в принципе, повторяют так или иначе все предыдущие. Оптическое редактирование и фильтры запрещены. Фильм не должен содержать поверхностного экшена никакого, то есть в фильме не должно быть ни убийств, ни оружия, ничего. То есть боевики никакие, сразу все это исключается из таких фильмов. И вообще, седьмым пунктом, жанровые фильмы неприемлемы. Что такое жанровые фильмы? Ну, понятно. Вот, опять же, я, кстати, обычно показываю слайд со всеми жанрами на кино, на лекциях про кино. Боевик, фантастика, комедия, романтический фильм, да, и так далее. Это все жанры. Вот жанровых фильмов быть не должно. Можем ли мы жанр определить фильма «Прогулка»? В
принципе, это, наверное, один из самых слабых пунктов, потому что, в принципе, это, можно сказать, романтическое, ну, тоже трудно. Это романтическая комедия или это драма вдруг оказывается, или что тут происходит. То есть даже жанр такой немножко обманчивый, да, для нас, непонятный. Так, интересный пункт. Временной и географический искусственный перенос запрещен. То есть фильм должен происходить здесь и сейчас. И вот прогулка, она прямо отвечает этому по полной программе. Это прямо вот здесь и сейчас настолько, насколько это возможно. Вот прям вы вышли из дома, из подъезда, и этот фильм увидели. Последний пункт забавный. Режиссер не должен быть указан в титрах даже. То есть все народное достояние. Этот пункт как раз тут нарушен. Естественно, Алексей Учитель указан в титрах. Но все остальное есть. Саундтреком служат обычные звуки города, машины, шум голосов, крики футбольных фанатов. Это тоже часть саундтрека к этому фильму, обрывки мелодий. И еще давайте в этот момент вспомним то, о чем мы говорили в начале, если вы помните про съемки с вертолета. То есть единственный способ, если мы хотим показать город в фильме, панораму города, допустим, откуда-то сверху, да, и при этом соблюсти все эти правила натуральности, естественности, что ничего не должно быть искусственно сделано, то единственный способ, получается, показать город сверху, это, например, из вертолета. А зачем нам из вертолета что-то показывать? Где мы вертолет возьмем? А вот есть, например, вертолет новостной, да, новости оттуда снимают, и вот оттуда мы можем, как будто нам новости показывают, посмотреть на город. Ну и еще, допустим, тоже, например, сверху Исаакиевского собора мы можем увидеть город, и они там немножко на крыше, когда стоят, прежде чем они видят, что она упала в обморок, они тоже обсуждают, вот там я живу, вот там мы живем, город, да. Мне кажется, кстати, могли бы использовать этот момент чуть-чуть больше в фильме, зря он такой смазанный, чуть-чуть очень короткий, и показать город оттуда сверху, и тогда это было бы с соблюдением всех вот этих правил догмы, да, и естественным способом мы бы увидели город сверху. Это все то, что касалось движения «Догма», и я надеюсь, что я вам показала и проиллюстрировала, как этот фильм действительно был снят не просто по канонам «Догмы», а как кивок, так сказать, дань, да, tribute этому движению. И интересно, что это чуть ли не единственный фильм в русскоязычном пространстве, насколько я могу, ну, из тех, которые я знаю, то есть, может быть, что-то там где-то было такое не совсем известное, но больше я фильмов так снятых не знаю, потому что для того, чтобы снять такой фильм, в принципе, нужно иметь довольно много смелости, что зритель вам это простит. И, кроме того, очень много должно мыслей в него войти, очень много подготовки, потому что при том, что кажущаяся естественность и легкость, и никакие спецэффекты не используются, ничего, на самом-то деле эти все спецэффекты, постпродакшн и так далее, они облегчают, ведь, да, это более может быть, время затратно, но они облегчают создателям фильма, все ошибки можно вырезать, все, да, такое, вот такие вещи. То есть вы уже потом в студии нанимаете десяток крутых специалистов, которые все, что надо, вам порежут, все, что надо, добавят, все, что надо, звук сделают, выправят и прочее, 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 да. А здесь все ничего такого нет, тут все как бы наживую сделано. То есть это довольно сложная затея на самом деле. И самое главное, и самое слабое место всех таких фильмов, очень большую часть фильма занимает диалог и, собственно, сюжет. А сделать хорошие диалоги – это одна из самых сложных вещей в кино. Спецэффекты это уже все научились делать, а вот сделать хороший диалог. Вспомните, как когда в прошлом году была забастовка сценаристов в Голливуде. Я не знаю, вы помните этот момент или нет. Исчезло все. Из телевидения все исчезло. Все эти самые шоу на Netflix буквально, все, даже там комедийные, вот эти все ток-шоу все исчезли. Казалось бы, ток-шоу, что там писать, это, да, какой-нибудь Билл Марр, если вы знаете, кто это такой, да, ведет ток-шоу. У него все исчезло, он вообще в отпуск ушел, а он сам по себе ведь был актером и комедиантом и стендапером. Он сам пишет отлично все. И все равно это такая огромная работа,
что как только сценаристы, писатели поуходили на забастовку, все кончилось. А тут для этого фильма вы должны сами, здесь, кстати, сценарист Дуня Смирнова, которая нынче жена Чубайса, и вообще довольно забавный персонаж, она неплохой сценарист. Вообще проблема в современном российском кино, она как раз сценарий. Я вам сразу скажу, вот с моей точки зрения, значит, научились снимать, прекрасные появились операторы, режиссеры нормальные, актеры есть отличные, ну, есть плохие, понятное дело, но в хороших фильмах есть хороший актер. Научились делать весь этот постпродакшн, фильмы, все выглядит отлично. Сценарии, вот писать труднее всего, потому что это что-то в голове должно быть, а в голове что-то поменять очень сложно. Поэтому очень мало современного российского кино с хорошими сценариями, по-настоящему хорошими сценариями. Я преподаю вот это вот российское кино по-английски курс, и я с трудом наскребла условные 10 фильмов, которые я именно вот могу показать не как пример там красивой картинки, или там это, пожалуйста, у Звягинцева того же, там куча всего под Тарковского, закосы всякие, это все есть. А вот чтобы история была, и еще и хорошо снята, вот это очень тяжело. А чтобы еще диалоги хорошие, такого почти нет. Вот. И все фильмы, которые мне нравятся по сценарию и по диалогам, потом выясняется, что это адаптированные западные пьесы. Я уже упомянула фильм «Игра в правду», один из лучших фильмов, я считаю, тоже театральный. Я вообще люблю театрально сделанные фильмы, поэтому это моя такая слабость, так что если вам это не очень нравится, можете не обращать на это внимания. Но тоже театральный такой фильм в одной квартире происходит с прекрасными совершенно сценарием, диалогами, и это французская пьеса, как выяснилось, адаптированная. Потом у Кирилла Серебренникова, это я все сейчас называю, самых известных русскоязычных режиссеров, да, фильм «Ученик», который я тоже показываю студентам, там сценарий прям довольно сильный. Это адаптированная пьеса немецкого писателя, которая в оригинале называлась «Мученик», а тут она называется «Ученик». Вот, поэтому вот такая вот история. И Дуня Смирнова, я считаю, одна из самых лучших, в принципе, сценаристов. «Ко-ко-ко» у нее еще был неплохой фильм, она там и режиссером выступает, кстати. И последний, ребята, я надеюсь, что вы со мной еще проведете буквально 15 минут. Что я хотела вам рассказать. Зачем, значит, мы уже ответили на вопросы, почему Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский весь этот миф, да, который там отражен, за что мы страдали и зачем мы страдали в плане этой картинки и всего вот этого вот движения непонятного и плохо снятого, да, с плеча и прочее, и прочее. И третий главный вопрос, ну не главный, но один из 3 главных вопросов, на которые нам надо ответить. Зачем нас все время обманывали? Что мы вообще посмотрели? И зачем все это было? Окей. Ну, тут я могу вам сказать, что это тоже, в принципе, вполне нормально, если вам это все не понравилось, это совершенно нормально. Но есть такая культурно, литературно известная очень тема, которую тоже, если вы изучаете литературу или кино любое мировое, где-то чуть-чуть более углубленно, вы обязательно эту тему найдете, так же, как вы найдете тему про дому, и так же, как вы найдете тему про постмодернизм, например, который тоже, кстати, в этом фильме присутствует и связан со всеми этими вещами, вы найдете такую интересную тему, которая называется «ненадежный рассказчик». По-английски это называется unreliable narrator. Тоже, возможно, вы слышали такую тему. И что это за такая интересная тема? Ну, по классике, да, все отношения автора и читателя или, ну, литературы или зрителя, да, неважно, если это про кино речь, они предполагают по умолчанию элемент доверия. То есть между автором и зрителем, читателем существует негласный контракт. На этом основана вся мировая культура, ну, искусство, так сказать, или литература, грубо говоря, и кино, да. Контракт заключается в том, что авторы передают информацию читателю и надеются на то, что читатель в ответ эту информацию поймет, примет и так далее.
В свою очередь, читатели верят, что автор дает им осмысленную информацию для понимания текста и произведения. То есть вы, когда открываете книжку или начинаете смотреть фильм, вы не ожидаете никаких подвохов. Вы ожидаете, что то, что вы читаете, это то, что вам хочет сказать автор. Этот негласный контракт – это основа любого, в общем-то, литературного произведения. Игра по правилам. И вот ненадежный рассказчик нарушает это правило. К нему подрывается ваше доверие специально, автором, специально сделано. Но интересно здесь то, что в идеале это не должно нарушать отношения автора и аудитории. Как же это сделать? Ненадежный рассказчик лжет нагло вам в лицо, но делает это таким образом, что эта историю улучшает, а не ухудшает, да, дополняет ее, а не убирает. Вот это такая, значит, история. Этот термин придуман был в 1900 аж, поздний термин, в 1961 году литературным критиком Уэйном Вудом в его книге под названием «Риторика художественной литературы». И там это все, это обсуждалось, эта деталь, возможно, вы мне даже сможете рассказать, что явилось первым произведением, известным нам, это 20 век, на основе которого, в общем-то, эта тема и возникла, вот этого самого ненадежного рассказчика. Значит, было такой известный рассказ Акутагавы, японского писателя Акутагавы, назывался рассказ «В чаще». Мы, скорее всего, его не читали, большинство из нас, но знаем фильм Куросавы 1950 года под названием «Росёмон», да, или «Рашомон». В чем там дело? Там 4 персонажа рассказывают историю убийства и изнасилования убийства по-разному, и мы не знаем, кто из них лжет, и их аж 4. И это был первый такой сюжет в новой истории. И этот фильм, первый этот фильм вывел японский кинематограф весь на мировую арену. Это очень мощный прием, благодаря которому, в общем-то, японское все вышло на западную арену. Ненадежных рассказчиков можно встретить и в художественной литературе, и в кино. Изначально, конечно, это было про литературу, но теперь уже у нас и в кино это есть. Они варьируются от детей до взрослых и разных очень персонажей. И их бывает, в принципе, по классике их считают, делят на 3 типажа. Намеренные ненадежные рассказчики, то есть лжецы, психопаты, хвастливые плуты. Тут вы легко мне назовете такого персонажа. Ну, классика какая-нибудь барон Мюнхгаузен, да, условно, он там хвастливый плут, понятно, ну, всякие лжецы и психопаты. Классика здесь считается, когда я говорю классика, я имею в виду классическим примером такого намеренного лжеца является, например, «Заводной апельсин», если вы помните, да, The Clockwork Orange, там этот Алекс, он явный социопат, и рассказывает нам мало то, что он явный социопат, так он еще и рассказывает всю эту историю пьяным. Ну, тут уже дальше уже некуда, прям ненадежный рассказчик. Наша Оля в фильме «Прогулка» оказалась в прекрасной компании. Второй типаж ненадежного рассказчика – ненамеренный. Что это значит? Обычно это наивный персонаж. Это либо дети, либо психически неуравновешенные люди, например, либо еще что-то такое, наивный, ненамеренный, ненадежный рассказчик. Можете придумать кого-нибудь? Обычно я привожу в пример Форест Гамп здесь, потому что он и сам, так сказать, не очень понимал, что происходит, да, но он это честно нам говорил, что он не очень понимает, что происходит. То есть такой наивный персонаж. И третий – это заблудший персонаж, то есть он сам, правда, не знает. И он нормальный, и не ребенок, и психически он здоров. Но, допустим, или он, может быть, тоже быть нездоров психически, но он, по крайней мере, сам не знает, что происходит. Вот, его, может быть, обманули, и он нам это все рассказывает. Ну и дальше мы можем приводить разные примеры всех этих типажей. Если вам что-то придет в голову, можете тоже рассказать. Ну, например, дневник сумасшедшего Гоголя, которого мы уже с вами вспоминали здесь. Ну, естественно, да, нам весь дневник рассказывает безумие какое-то. Жизнь Пи, помните The Life of Pi? Весь фильм это ненадежный рассказчик. Причем мы даже не знаем, это ему мерещится, или он сам это придумал, чтобы себе, так сказать, облегчить психическое состояние.
Бойцовский клуб The Fight Club, помните такое? Когда весь фильм, опять же, выясняется потом, что вообще все не так, и сам этот, непонятно, он сам, ему это все мерещилось, он сам обманут, или он специально это придумал и нас обманывал, или он сам себя обманывал, мы не знаем. Потом я люблю приводить в пример фильм «Другие», если вы помните, «The Others», с Никол Кидман был фильм про привидения, помните такой фильм? Ну, тут я могу спойлер сказать, не знаю, говорить вам или нет, если вы его вдруг будете смотреть. Ну, это фильм про привидения, семья привидений, вернее, наоборот, семья живет в доме, у них привидения в доме, да, и они, эти привидения очень мешают им жить. Этой семье женщина с 2 детьми. А в конце фильма, заткните уши сейчас, если вы не хотите, будет спойлер, выясняется, что привидения это как раз они, а в доме-то живут люди. А вот эта семья Николь Кидман с детьми, они и есть привидения, они просто об этом не знают или знать не хотят, или еще что-то такое, да, вот такой вот в конце твист. Окей. Это все примеры ненадежных рассказчиков. Тут еще можно добавить такую небольшую субтему, последнюю, 4-ю, про постмодернизм. Я не буду об этом много рассказывать. Вы, скорее всего, если вам это интересно, вы об этом уже или читали, или еще прочитаете. Но, в принципе, постмодернизм – это такое ироничное, очень саркастичное, ироничное уничтожение стены между высокой и массовой культурами, то есть отрицание вот этого элитарного элитизма такого высокой культуры, массы, но при этом насмешка, обычно очень интеллектуальная насмешка. То есть тут такое смешно, что это интеллектуальный подход, который говорит, что мы не хотим никакого интеллектуального подхода. Вот, авангардные решения обычно в языке произведений. И главное, что, то есть мы можем сейчас вспомнить Пелевина, который сплошной постмодернизм, все, что он пишет, естественно, да, такая и высоколобая интеллектуальная насмешка над всем, но с другой стороны и уничтожение такой стены. Вот, с Пелевиным просто одна проблема, что он уже 25 лет пишет одну и ту же книгу, никак ее не закончит. Ну, то есть вот. Но, в принципе, как подход, опять же, почему он стал таким популярным вначале, потому что никто тогда него практически не писал, да, то есть это был такой вызов прямо всей классики, да, его первые примерно 3 книжки он так написал действительно на гребне этого всего, а потом все началось повторением всего одно и то же. Вот. Но в контексте театра и кино постмодернизм – это такой вызов классическому театру. А что такое классический театр? Классический театр, причем во всем мире, это театр Станиславского. Помните все это? Вы должны вжиться в эту тему, вы должны стать этим персонажем, вы должны сказать это так, чтобы я вам поверил, вы должны плакать, потому что вы вспоминаете, как умерла ваша любимая собачка на руках вашего умирающего папы, и поэтому вы будете плакать по поводу какой-то сцены в фильме, а я буду вам верить, вот тогда только я вам поверю. Да? Вот это вот Станиславский. И весь российский театр, он на этом построен. Тот самый театр, который я, например, очень не люблю, но большинство, скажем так, не знаю, русскоязычных театралов, конечно же, его любят. Но вот эта вот тема «я стою на сцене», и вы все видите, что я стою на сцене, и я для вас играю вот эту роль, но я ее так естественно играю, с таким надрывом и пафосом, что вы все будете мне верить. Вот это вот театр, вот это русский театр, понимаете? Вот ни на секунду мы делаем вид, что вы все мне верите, потому что я разыграла эту сцену, но мы ни на секунду не забываем, что мы в театре, в этом это служба богам театра, понимаете, в ежесекунду. Вот это русский театр. Кому-то это нравится, на здоровье, кому-то это не нравится и надоело уже 50 лет назад примерно, они все продолжают это делать. Но что происходит в этом фильме? В этом фильме происходит, мы будем ходить, мои герои будут ходить по улице, качающиеся кадры, тараторить что-то, что вы не будете понимать, а вы будете смотреть это. Понимаете? Вот. Что сделал Алексей Учитель? Кстати, главного героя этого фильма зовут Алексей, и режиссера зовут тоже Алексей, и это тоже, скорее всего, не случайно. Естественная игра. Что это, напомню, 2003 год. Сейчас уже 2002. Сейчас уже ему гораздо проще было бы найти актеров для этого фильма, потому что с тех пор появилась уже культурная среда, и кинематографическая, и театральная, и так далее. Но не забудем, что на тот момент, в 2002 году, это был только выход из 90-х. То есть сначала был Советский Союз, сплошной, так сказать, Станиславский, то, что цензура пропускала, и то только то, что цензура пропускала. Потом были 90-е, в которых начались эксперименты, только подуло ветром, начались какие-то свободные эксперименты, но навыков еще ни у кого не было. И снимали непонятно как и что, и только-только такие какие-то были новые, да, вот, дуновения.
И это буквально на излете вот этого всего, значит, вот появились первые фильмы, которые были уже как-то серьезно сняты со всех точек зрения. Ему нужна была естественная игра, а естественно играть никто не умеет. Станиславский всех испортил. Это называется method acting в Голливуде. Это считается один из самых таких сложных стилей игры, когда действительно персонаж вживается, актер вживается в персонажа и так далее. Например, Джереми Стронг, если вы знаете, кто это такой, это Succession смотрели вы? Он известен тем, что он играет, он прямо на все время съемок вообще становится этим персонажем, с ним невозможно разговаривать даже там за чаем или за сигаретой, потому что он все время в этом персонаже. Это доведенный такой прямо до кульминации, этот стиль Станиславского, и его усовершенствовали на Западе. Что же сделал режиссер? Тогда только возник театр Фоменко в Москве, он был новый буквально, во всяком случае в том виде, в котором он был. А кто такой Фоменко? А Фоменко это как раз театральный режиссер, который сказал нет всему вот этому вот классическому старому театру, всем основам, на чем держался, так сказать, русский театр русскоязычный. Он сказал, нет, он сказал, у меня будет другой свой театр, и мы в нем будем играть иначе, мы в нем будем играть по-настоящему. И для этого ему надо было понабирать актеров прямо из свеженьких, тепленьких, ну, прям с улицы там он, наверное, не набирал, но прямо из театрального, значит, там, института или училища, тепленькими брал тех, кого он считал нужным, и учил их прямо в театре. Это называлось мастерская. Фоменко. Вот. И это вызов этой традиции, что, собственно, есть постмодернизм в чем-то, на чем-то построен, на чем построен постмодернизм, на этом вызове традиции. И режиссер Алексей Учитель приехал туда и выбрал Цыганова, которого еще тогда никто не знал, он был совершенно молодой актер театральный в студии Фоменко. И второй актер, он их нашел, а потом он им сказал, чтобы они сами нашли девушку, с которой им будет прикольно, с которой химия, так сказать, будет. И они приводили каждую там неделю по новой девушке, никто не годился. И, в общем, в итоге как-то они нашли эту Ирину Пегову, которая сразу всем понравилась. То есть она внешне не понравилась, на самом деле, он другую какую-то более романтичную девушку, так сказать, внешне, видимо, имел в виду режиссер. Вот. Но в итоге она, когда пришла и, так сказать, начала разговаривать, она попала в фильм. Она очень маленького роста, и ей пришлось вот такие там огромные каблуки делать специально, на которых она все время ходила, чтобы она немножко хотя бы с ними там в кадр попадала вообще с этими парнями высокими. И если кто-то особо внимательный, то вы заметили, что она посреди фильма туфли сменила. Она ходит там в стеклянных таких туфлях полфильма, а полфильма на черных каблуках. И, по-моему, эти черные каблуки она только для того, чтобы на Исаки подняться, потому что она там реально боялась, видимо, ноги поломать на этой платформе стеклянной. Вот. То есть все, видите, из жизни она там сильно упала в итоге. Ну, то есть, да, такое вот. И, кстати, еще из таких моментов про фильм, которые я могу сказать. Да, Нина Симон та самая, она из конца 60-х. И она как раз появилась в начале волны, когда в моду начал входить поп-арт и минимализм. То есть это тоже не случайный такой ее выбор. На смену большому джазу, большим, так сказать, вот этой большой музыке начал входить такой минимализм, и она была первым таким вот предвестником, и поэтому ее выбор тоже не случайен этой музыки в кино. Из таких кинематографических достижений первые 20 минут этого фильма сняты одним кадром. Это довольно сложно. Вот эти первые 20 минут с момента, когда он с ней знакомится. Ну, в смысле, не тогда, когда она из машины только вышла, а вот когда он к ней подходит, и дальше это буквально снято одним. Это очень сложно. Технически на улице снимать почти невозможно. Теперь, что касается самого фильма и сюжета. Что мне в нем нравится? Ну, это фильм, в котором за один день проходит целая жизнь. Да, это довольно трудно сделать. Это то, что я говорила как раз про сценарий фильма. Ничего не происходит в этом фильме, и при этом целая жизнь проходит за этот фильм. Мы были уже в этом фильме и влюбленными, и обманутыми, и замуж уже за него выходили, а потом уже за второго замуж выходили, от этого уходили. И они никогда не поссорились. Там все время, кстати, это вранье и фантазия, между прочим. В чем разница между враньем и фантазией, кстати? Прекрасный вопрос. Вот этот самый ненадежный рассказчик. Она ведь все время говорит, я фантазирую. Она предупреждает, честно. Она нас и их предупреждала все время. Я все время фантазирую, я не вру. И в чем разница между враньем и фантазией? Это хороший вопрос вообще, да?
Есть и белая ложь. Вот, например, она ему, когда деньги за билет отдавала, это его особенно сильно, видите, оскорбило, что она ему отдала деньги за билет в конце, он это вспомнил, да, потому что это-то как раз она по-честному сделала, чтобы не брать у него деньги, а он прям вот это его прям вообще обидело. То есть, получается, разводить, но не на деньги, он говорит, да, это такой, значит, стиль у тебя. Это понятно, потому что это еще более обидно. За этот день, за эти 1,5 часа там было все. Любовь, соперничество, предательство, ревность, драка, примирение, слезы, счастье, радость. Очень много туда напихано эмоций, а вроде ничего не происходит. Потом в конце, помните, кстати, камео, да, Гришковец, это чистое камео, взяли на такую эпизодическую роль, он уже тогда был, в принципе, известен. И вот он говорит в конце, он, кстати, прекрасно, по-моему, отыграл эту свою небольшую роль, когда он говорит, там, ну, в горы ходить, да, и хотел в горы пойти. И этот один из них говорит, Алексей, по-моему, говорит, да, она у вас, конечно, что-то с чем-то, это Оля, а жених говорит, а обычные никому не нужны. Вот, понимаете, то есть и в фильмах ведь тоже так. Обычные не нужны. Ни персонажи, ни сюжеты. Ну да, может быть, она бы не обманывала, может быть, она бы всю правду говорила, но фильма бы не было тогда, да. Все время посмотрите, какое преображение. Помните, я вам показала вот это, когда они с улицы поворачивают за угол, и там совершенно другая погода, и оттуда уже начинается вся вся концовка этого фильма, уже честная концовка, и трагическая достаточно, и всякое такое. Но ведь и Оля сама преображается, да, когда мы видим ее, она уходит в ванную, ну, в туалет сушиться, и она оттуда выходит совершенно другим человеком. Мало того, мы ее другой видим уже даже сразу, когда она только заходит в этот боулинг, она преображается совершенно. Она из этой простушки-болтушки, да, вдруг становится какой-то роковой женщиной у нас на глазах. Она становится старше лет на 10. Вот если вы сравните, да, она только что была юная девочка, да, несмотря на все там эти ее формы и каблуки и все прочее, она была девочка. А тут вдруг она такая женщина с серьезным длинные волосы, с шалью, серьезным лицом. Она повзрослела прям на 10 лет у нас на глазах за секунду. Это прям вот такое преображение было интересное. И мой, наверное, любимый кадр в этом фильме, ну, в плане таком сюжетного хода и диалогического хода, это кадр, когда они уходят из этого боулинга, она за ними пытается бежать вслед, жених ее хватает, она кричит, она говорит, он уходит, ты понимаешь, что он уходит? А потом она говорит, я тебя очень люблю. Вот это мой любимый кадр. А он ей говорит, да я тебя тоже очень люблю. Но она ему это говорит через плечо, она не ему это говорит. И тут совершенно непонятно, во-первых, кому она это говорит. Она все время говорит в единственном числе. Он уходит. Кто он уходит? Они же вдвоем уходят. Почему он уходит? А кто он тогда? Этому она Алексею говорит, или она в Пете говорит, что она в одного из них влюбилась, в другой. Кому она вообще это говорит? А кому она говорит, я тебя очень люблю? И вот это, по мне, ну, на мой взгляд, такой простой и наивный взгляд, это такой самый глубокий момент в этом фильме, потому что можно много про этот момент думать и говорить. Например, она это себе говорит. Она этим днем попрощалась сама с собой. Да, понятно, что не хочет замуж за этого. Ну, так, если по-серьезному, она хочет за него замуж, но она на самом деле не очень хочет за него замуж. Да? Вариантов у нее немного в этой жизни, в общем-то. И этот вариант, безусловно, разумный. И жених этот явно не самый плохой вариант. Но она сказала до свидания всей своей молодости, всей своей юности, всей своей жизни, всему вот этому не сбывшемуся и не недосказанному, и таких дней у нее могло в жизни быть еще очень много, и может быть какой-то из таких веселых, и таких безбашенных, и таких дней, из которых состоит юность. И, может быть, в какой-то из этих дней она бы по-настоящему встретила любовь в своей жизни, а не этих двух лузеров, непонятно, что там с ними было бы, но этого дня у нее никогда не будет. Да? И, может быть, она до свидания говорит этому дню, и уходит этот день, и этот Санкт-Петербург ее юности, да, этот город ее юности, который тоже уходит, в общем-то, у нас на глазах, его перестраивают, переделывают, может быть, дальше что-то будет лучше, но это уже будет другой город. И ее жизнь будет другая. И кого она любит, там тоже непонятно, может быть, Санкт-Петербург этот она любит, может быть, этот день она любит, который
который должен у каждого человека в жизни быть такой день, да, желательно побольше. И вот, может быть, у нее больше этого дня не будет никогда, потому что вся ее жизнь через неделю поменяется. Ну вот, так я развела тут драму такую и пафос на ровном месте. Но вот мне кажется, что вот этот кадр, он был самый сильный там. Очень много дихотомий, очень много двойных смыслов там было. Ну, в смысле не смыслов, а двойных таких пар. Правды-неправды было, причем совершенно конкретных. Сначала она говорит, что она любит лошадей, позже выясняется, что она их боится. Сначала она говорит, что она никогда не падает в обморок. И она это очень быстро все говорит, поэтому очень легко пропустить. Зрители, скорее всего, пропускают, очень много пропустили в этих диалогах. Она говорит, что она никогда не падает в обморок, а потом она, естественно, теряет сознание на Исаакиевском соборе. Вначале она говорит, что она замуж не хочет, потом говорит, что придется. Мало того, то, что точно никто не обратил внимания. Сначала она говорит, что ее коня звали Алмаз, а потом она бросается к этому коню и говорит, что это мой грач. И это уже такие мелочи на фоне всего остального, да. При этом в фильме вообще много игры, все очень искусственно играется, а при этом почти документальное ощущение, как будто документальный фильм буквально, да, то есть такие вот все время происходят такие все время противопоставления. И еще такую фразу я вам скажу, которую я люблю. Все по-настоящему прекрасное происходит по законам авантюры. Вот. С чем этот фильм перекликается из того, что вы могли видеть раньше? Ну, во-первых, естественные параллели и дань в названии даже и так далее с фильмом «Я шагаю по Москве». Какой мы знаем фильм, где кто-нибудь шагает по городу. Ну, понятно. Хотя фильм совершенно другой, фильм Данелли. Можно вспомнить «Ковчег» Сакурова, в котором они все ходят по Эрмитажу. Если вы видели, тоже снятый одним кадром, весь фильм, технически поразительно совершенно он снят. Как фильм я его не очень люблю, но технически он сделан нереально круто, потому что это реально один кадр. Все, он за ними ходит. То есть это такой театр внутри Эрмитажа разыгранный, и они все время по нему ходят. Но противоположность этому фильму, они там гуляют в разные эпохи. Они гуляют по одному месту, но эпохи меняются, да. И могу вам еще смешную под конец показать вещь, самую последнюю. В этот самый фильм «Питер ФМ», про который я вам уже говорила, в котором красивый Петербург, он снят на несколько лет позже, в котором тоже 3 главных героя, в общем-то, 3 или 4, как считать. И тоже бесконечно они гуляют по красивому, очень уже отстроенному Петербургу, отмытому и чистому, и красивому. Тоже любовная история. Так вот, создатели того фильма, и там Цыганов играет, главную роль играет Цыганов, а все остальные персонажи другие. Так вот, создатели того фильма понимали, что, конечно же, все, кто смотрели «Прогулку», вспомнят про тот фильм и будут сравнивать, и будут говорить, вот же уже у нас был фильм, где все гуляли по Петербургу, что же вы уже еще один делаете фильм? И поэтому они сделали для таких, как мы, внимательных зрителей, и въедливых, и которые любят предъявлять, значит, режиссерам всякие такие вот вещи, они подмигнули нам. Подмигнули они вот как в этом фильме «Питер ФМ». Есть, сейчас вам покажу, есть такая сцена, где этот самый Цыганов, главный герой, в очередной раз договорился встретиться с девушкой, отдать ей телефон, и стоит ее там ждет, и он ее очень-очень долго там ждет, она, естественно, не приходит в конце, но вот эта сцена, где он ее ждет, сейчас я вам ее покажу. Вот, смотрите, кто у нас. Значит, что здесь смешного? Смешного, что он стоит, вот он стоит, ее ждет тут, а рядом подходит и становится парень, который, видите, точно так же одет, видите, только с цветами, и тоже ждет. И они долго стоят и ждут. Сейчас там будет, значит, и тоже ждет девушку явно, потому что с цветами. Узнаете парня? Я провожу в воде все свободное время. Приятно, но мне ни на что не хватает. Тает и превращается жизнь в проблемы. Проблемы. Я не люблю совсем. Зачем проблемы вообще зачем? Она ему сказала, что она будет в красной курточке, поэтому он начинает ко всем в красных курточках подходить. И вот к тому парню тоже пришла девушка в красной курточке, а к нашему герою не пришла. Узнали? Это тот самый актер, который играл
Лешу в том фильме. Больше я его не видела ни в одном фильме, но его специально в этот фильм привели, нам подмигнули, показали смешную сцену, чтобы мы все знали, что они тоже знают, что этот фильм похож на прогулку по каким-то формальным признакам. Вот. И это постмодернизм в чистом виде, да, подмигивание автора аудитории, да, это вот просто как иллюстрация. Ну вот я надеюсь, что вам понравилось то, что я рассказывала, и было интересно. И главное, что вы сможете посмотреть под другим углом не только на этот фильм, и с помощью этих приемов культурных и литературных через эту призму посмотреть на то, как делался этот фильм, ну и на другие фильмы и другие произведения, потому что эти приемы, они, естественно, я просто взяла фильм «Прогулка» как контекст для этих приемов, но на самом деле есть очень много других произведений, которые используют эти приемы, и вы их сможете теперь узнавать. И, надеюсь, вам было интересно.